Добрый день, близнецы! Это расклад для вас на июль 2023 года. Что ждет близнецов в июле? Давайте посмотрим. Вы находитесь на моем канале Татьяна Мин, Красота Таро. И я рассматриваю карты всегда по моему астрологическому методу. Все мои расклады очень близки к астрологии. Поэтому я достаю 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет близнецов в июле 2023 года? Первая карта. Первая карта – это колесо фортуны. Это карта, старший аркан, да, здесь это в этом Таро, и вообще здесь у меня в руках Таро Нефертари. Еще сегодня у нас Таро Астрокодес. Так вот, колесо фортуны в первом секторе партнерства может говорить о каких-то переменах. И колесо, оно как бы качается то в одну сторону, то в другую. И вы иногда даже не управляете это движение жизни. То есть какие-то люди приходят в нашу жизнь, какие-то уходят. Но эта карта может также приносить вам удачу в зависимости от других обстоятельств, в зависимости от того, как вы уже живете вашу жизнь. Эта карта может закончить ваше одиночество, если вы еще ни с кем не встречаетесь или не замужем, не женаты. Эта карта может принести вам будущего супруга, поездку, какую-то очень интересную, партнер, может быть, из другой страны. Но мы сейчас еще откроем другие карты, чтобы посмотреть, что здесь может быть. Тройка жезлов в секторе денег. Тройка жезлов – это неплохая карта. Она говорит о том, что сильных перемен с деньгами у вас, возможно, не будет. Скорее всего, ситуация может быть на текущем уровне. Вы идете, вы учитываете свои расходы, доходы. Даже, может быть, кто-то помогает вам финансово. Здесь вы можете с кем-то ваш бюджет как-то обсуждаете, да, или от кого-то еще могут зависеть поступление ваших денежных средств. Если вы ждете, если кто-то вам помогает финансово, то эта помощь, она и продолжится у вас в июле. Здесь сильных перемен по этой карте я не вижу. Вы можете заниматься всеми текущими финансовыми делами. Королева кубков в третьем секторе. Королева кубков здесь может означать, что вам очень захочется, во-первых, как-то расширить круг своих знакомств, но и это будет не просто какие-то легкие знакомства, а такое общение более глубокого характера. Может быть, вам захочется изучить какую-то новую теорию, философию. Может быть, ваши друзья будут, например, ходить в церковь там, или в какой-то храм, и вы тоже увлечетесь этим. Может быть, вы будете много медитировать, курсы по медитации, по йоге. И вот такие у вас будут глубокие друзья по интересам. Также это все, что связано с эзотерикой. Может быть, вы обратитесь к женщине, которая психолог, астролог, таролог. То есть вам захочется вот такого очень глубокого общения именно в июле. А также вы и сами можете быть такой женщиной, да, или, может быть, вам встретится такая женщина, с которой вы захотите открыть какие-то свои тайны, секреты, вы расслабитесь в первую очередь. И королева кубков – это такая очень приятная творческая энергия. Вообще у вас будет хотеться вам заниматься каким-то творчеством. Может быть, писать стихи, петь, как-то красиво говорить. Может быть, вы начнете работать над своей речью. Но это какое-то определенное творчество. По третьему, девятому сектору это вдвойне благоприятно, потому что, в общем-то, для кубков девятый сектор – это ваш сектор. Может быть, вы поедете куда-то, либо как-то будет это очень связано с иностранной культурой. Может быть, те теории, которые вы будете изучать, они не принадлежат вашей стране, либо вашей национальности, и вы захотите расширить свой взгляд. Королева кубков здесь очень интересна. Тем более в этой колоде Нефертари, да, это единственная королева, которая изображена с ребенком на руках. Ребенок – это творение, да, это что-то новое, поэтому здесь королева кубков в колоде Нефертари очень сильная карта. Поэтому вы должны расширять свое сознание, не только получая информацию, много информации, но еще и в глубину уходить к истокам какой-то информации, которой вы будете интересоваться в июле. Король кубков. Посмотрите, у нас здесь пара, да, образовалась. Король и королева кубков. Надо же, как интересно, потому что до этого у меня были расклады для других знаков зодиака, и эта пара уже выходила. Но вот как бы я не тасовала карты, все равно эти карты выходят опять, значит, видимо, они хотят, да, чтобы они говорили, и что-то это значит. Случайностей не бывает. Поэтому здесь у нас пара, и это мужчина,
какой-то, который может быть старше вас по возрасту, но если вы женщина. Я сейчас скажу несколько вариантов для мужчин и для женщин. Итак, если вы женщина, он может быть старше вас, либо он может занимать какую-то позицию, может быть, это уже ваш муж, если вы замужем, и здесь у вас с ним будет очень интересное общение, либо если ну, интересное общение, я имею в виду какое-то более глубокое, потому что это кубки, это такое интуитивное понимание, когда вы понимаете с партнером друг друга без слов, и вы даже по взгляду уже друг друга находите. Может быть, вы занимаетесь совместным творчеством, может быть, вы решаете завести ребенка. Здесь тоже, смотрите, какой-то очень у нас плодородный король, да, у него 2 сосуда сразу он наполняет. Это плодородие. Как ни странно, да, вот в этой колоде знак воды вот так выражен. И вы здесь можете найти себе партнера, с которым вы действительно захотите построить что-то большее, да, чем просто встречи, потому что вы друг друга начнете понимать. Это как twin flame, как родственные души. И очень возможно, не у всех, но у многих близнецов такая встреча. Поэтому общайтесь по третьему дому, да, не закрывайтесь, может быть, даже не бойтесь говорить о том, что вы думаете, что вы желаете. По этим картам также загадывайте себе идеального партнера, либо идеальную партнершу, пишите желания, отпускайте это во Вселенную, проговаривайте какие-то аффирмации. А если вы мужчина, да, то, возможно, ваша женщина может быть либо из другой страны, либо другой национальности, либо вы как-то встретите ее в поездке. Причем эта поездка не обязательно может быть очень далекая, это может быть и за рулем, например, вы познакомитесь где-то на заправке среди соседей. Также вы можете познакомиться, ваши братья и сестры могут вам познакомиться с кем-то. Даже в кругу общения, где вы уже общаетесь, вы можете познакомиться и понять, что вы действительно близки. Это сильная пара, которая интуитивно чувствует, что они вместе. Ну а также, если вы уже, например, замужем, да, или женаты, то здесь король кубков означает, что какое-то влияние на вас оказывает ваш муж, да, что вы укрепляете ваши позиции в браке, может быть, вы уже переходите на какой-то новый уровень, может быть, ваш муж повышается по службе, да, что-то вот такое происходит, приобретает какое-то уважение. Может быть, ваш муж решает сделать ремонт, да, или он как бы законодатель каких-то перемен в вашей семье, он ведет вот эту линию, у него есть какая-то цель, и вот здесь в 10-м доме тоже вы как бы ваш муж своим авторитетом направляет вас куда-то. Это может быть как муж, так и отец, так и какой-то вышестоящий, может быть, даже начальство. Кстати, роман на работе тоже это очень может быть, потому что, да, все-таки это сектор карьеры, сектор начальников, и здесь у нас королева в 3-м доме. Может быть, у кого-то, не у всех, но это может быть служебный роман. Еще один старший аркан – звезда, прекрасная карта в секторе общения, да. Звезда на оси 5-й, 11-й дом – это популярность, конечно, это популярность исполнения каких-то мечт, особенно если вы желали любви, партнерства, детей. Ну вот какие-то у вас были такие мечты очень возвышенные. Может быть, у вас просто появится наконец-то такая мечта. Ведь часто бывают люди не знают, чего они хотят. Им очень трудно выбрать какое-то одно направление, да, потому что мы очень часто находимся в стрессе, или, ну, просто не верим в том, что у нас могут наши мечты осуществляться. И вот карта звезда здесь в 5-11 секторе, она как раз говорит о том, что возможно все, вам только нужно верить, вам нужно правильно загадывать свои желания, посмотреть, какие глубокие карты выходят в июле у близнецов. Это победа в конкурсе, это какое-то очень приятное общение с вашими друзьями, это может быть и поездка, это может быть прекрасный отпуск, занятие какой-то эзотерикой. Ну и главное, да, опять же, такой же совет, загадывайте желания, составляйте карту желаний фэн-шуй, и либо как-то по-другому, вот эти все аффирмации, это все здесь очень полезно. Если у вас уже есть дети, они вас порадуют, может быть, они откроют в себе какие-то новые грани характера, вы это увидите, может быть, вы наконец-то поймете, насколько талантлив ваш ребенок, что он расцветает, и он вас радует определенно. Эта карта очень большой радости, которая связана с любым творчеством и с бизнесом в том числе. Она сулит вам счастье и удачу в июле. 4 кубков выходит, что в 12 секторе. Здесь кубки у нас уже были, да, поэтому карты могут быть связаны. И что здесь, возможно, вы будете много общаться на тему вашего здоровья, либо вы можете соблюдать какой-то режим, витамины, может быть, искать в интернете какие-то информацию какую-то связанную со здоровьем, с психологическим здоровьем, с физическим здоровьем. Может быть, будете искать врача, может быть, будете просто разбираться в том, что вам мешает подсознательно. И вот как раз-таки здесь королева кубков, если в 3-м доме, да, это может быть какой-то хороший врач, который вам подскажет, либо какая-то вот такая женщина, как я уже говорила, она повлияет на вас, и вы не только подсознательно успокоитесь, но это может еще и на ваше здоровье повлиять. Этот сектор 6, он связан с домашними животными.
Поэтому, может быть, здесь как-то вы будете много общаться с домашними животными. Не обязательно, что вы заведете своих, но каким-то образом вы будете бывать на природе, среди зверей. И это тоже вот как-то вас очень воодушевляет, потому что кубки и шестой сектор — это вот одна и та же ось, да, ее нельзя отделить. Вот здесь тоже нарисована природа на этой карте. Соответственно, близость к природе, близость к земле. Вы можете как-то запитываться природными ресурсами, то есть вы почувствуете, что вам нужно больше отдыхать, больше бывать на природе, радоваться вот таким простым жизненным моментам. Это все очень взаимосвязано здесь будет. Ну и четверка кубков, конечно, говорит о том, что вы в поиске, вот вы в поиске какого-то своего жизненного комфорта, распорядка, что вы как будто бы заняты в мыслях чем-то. Но в целом это хорошая карта, вы скоро найдете, потому что под землей здесь цветы, да, и эта карта предвещает вам открытие в себе еще каких-то дополнительных граней, может быть, психологизма. Ну, может быть, вы ищете какой-то удобный для вас распорядок дня, режим, диеты, питания. Это интересно. Кстати, по этой карте я не могу сказать, что у вас будет очень много каких-то дел, суеты. Такое впечатление, что у вас будет время для того, чтобы заняться только собой. Да, у вас, кстати, ведь сейчас, близнецы, очень сильно развит 12-й дом, потому что сейчас в ваш 12-й дом попадает карта Плутон, Юпитер. А Плутон, кстати, переходит в ваш 9-й дом, что тоже расширяет горизонты близнецов. Но сейчас, правда, Плутон опять уходит в 8-й, и в конце года. Поэтому у многих близнецов возможны какие-то новые открытия, путешествия, даже переезды. И 12-й дом — это тоже связано с эмиграцией. Поэтому если для вас эта тема актуальна, то настраивайтесь. Это может быть просто работа с собой, со своим подсознанием, и когда вы меняетесь, вы становитесь другим человеком. Давайте посмотрим, что скажет нам колода Астрокоды. Это тоже астрологическая колода, я ее очень полюбила. Это новая колода у меня. Итак, что ждет близнецов в июле? Карта Урана. 7-й дом. Посмотрите, кстати, мы же еще совсем не поговорили про 7-й дом. Solar Flares. Так, что тут здесь у меня у нас? Лев. Так, вот ведь, действительно, я же вам сказала, что мы еще обсудим вот это колесо фортуны, и здесь у нас опять выходит 7-й сектор, да? Что значит происходит? Во-первых, да, почему-то очень выходит ярко 7-й сектор, то есть сектор партнерства. Видите, здесь нарисовано 2 руки. То есть у вас может быть какой-то контакт интересный с человеком. Здесь у нас и так уже пара вышла, да, и вы можете как-то по-новому посмотреть на ваши партнерские отношения. По крайней мере, эта тема будет важна, может быть, новые встречи. И, как я говорю, по колесу фортуны, и по 9-му дому, и король кубков — это может быть человек издалека, это может быть человек, с которым вы неожиданно встретитесь. Колесо фортуны крутится без конца, да, то есть вы не должны, наверное, останавливать свой поиск, и в конце концов, но будьте осторожны, потому что, да, это такая немного опасная карта, не закрутитесь в этом колесе, в этом выборе, скажем так, партнеров. И здесь еще у нас вышла карта Урана, а Уран — это какая-то неожиданность, поэтому вы видите здесь тоже своего рода колесо. Вы можете неожиданно встретиться с кем-то, неожиданные перемены в партнерских отношениях. Может быть, вы были вместе с кем-то и ничего не предвещало перемен, у вас текли отношения своим чередом, а именно в июле вы как-то решите поменять что-то, съехаться, там куда-то вместе съездить в поездку, либо вообще вдруг у вас появится другой партнер, хотя вроде бы с первым, да, или с первой партнершей не предвещало ничего перемен. То есть это какие-то могут быть неожиданности в отношениях. А здесь карта Лев и Solar Flares. Это какая-то активация, да, Лев. Здесь обе карты, они солнечные, поэтому будьте осторожны в вопросах гордости, наверное. В вопросах, если вы выясняете какие-то отношения со своим партнером, и вообще, если вы думаете, что какой-то партнер вас недостоин, то будьте, наверное, добрее, потому что здесь вы можете слишком много акцентировать внимание на себе, а здесь все-таки у нас карты глубокие выходят. Ну вот здесь у нас уже выходила вот эта карта в секторе Льва, да, поэтому вы будете на виду, определенные близнецы, вы будете в центре внимания, и это может заставить вас как-то излишне загордиться собой, излишне, может быть, вы будете несколько надменно выбирать себе каких-то партнеров, либо вообще с людьми, с друзьями. Люди захотят с вами общаться, здесь даже не обязательно про партнерство, это могут быть просто люди, которые хотят с вами быть, дружить, как-то где-то находиться вместе, и вы можете здесь загордиться собой по карте Льва, но это в таком не очень благоприятном варианте. А так, прекрасная карта, вы на виду, вы в центре внимания, в любви, можно сказать, купаетесь в июле, близнецы, поэтому вам и стоит, наверное, быть яркими и дарить, заряжать энергией тоже других людей. У вас прекрасный расклад получился на июль. Посмотрите, как все будет хорошо складываться. Поэтому я желаю вам, чтобы это все сбылось для вас в лучшем виде. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!